Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 120 ложных фактов, в которые мы верим с детства. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Нет ребенка, значит не состоялась как женщина. Увы, в 21 веке еще живы предрассудки о предназначении женщины, которое заключается в рождении детей и служении семье. Но у официальной науки другое мнение на этот счет. Один профессор поведенческих наук считает, что счастливее других чувствуют себя женщины, которые никогда не выходили замуж и не рожали детей. А профессор социологии изучала взаимосвязь между родительством и ощущением счастья. Прямой корреляции ученая так и не нашла. Конечно, дети многое привносят в жизнь родителей, но утверждать, что их наличие синонимично счастью, нельзя. Да и счастье ведь у каждого свое. Одна женщина найдет себя в семье, другой важнее всего построить карьеру, третий – реализоваться в творчестве. 2. Родить нужно до 30, потом пиши пропало. Предположим, женщина решила родить ближе к 30 годам. Вместо того, чтобы поздравить будущую мамочку, окружающие начинают ее запугивать, лишь бы родила сама, но это вряд ли, конечно. Как ты за ребенком смотреть будешь? Сама-то уже старая, создается впечатление, что 30 лет – это критический рубеж, после которого организм начинает распадаться на атомы. А что слышат женщины, которые решили стать мамами после 40? Посчитаем этот вопрос риторическим и обратимся к науке. Если женщине за 40, но у нее нет хронических заболеваний, она ведет здоровый образ жизни и получает качественный дородовой уход. Ее возраст может вообще не повлиять на ход беременности. Но, разумеется, 40 лет – это уже не 20, и женщине нужно это учитывать. А для тех, кто переживает из-за криков диванных экспертов, что ребенок родится какой-то не такой, существует пренатальная диагностика. 3. Зовут замуж? Нужно идти, пока еще предлагают. Нечего парней перебирать, скажет молодой девушке пожилая родственница, которая единственно верным решением в жизни считает найти себе пару. Побыстрее, конечно, и чтобы сразу наследника воображаемого престола родить. Если девушка послушает совета и побежит в ЗАГС с первым встречным, который в итоге окажется не таким уж замечательным мужем, родственница достанет второй козырь, плохонький, да свой. Но что неправильного в такой разборчивости или даже желании быть одной? Тем более, что найти пару можно и в более солидном возрасте. Есть девушки, которые выходят замуж в 43 года и отправляются с мужем бороздить просторы мирового океана на круизном корабле. Оба супруга достигли финансовой состоятельности и могут позволить себе наслаждаться моментом, а не выносить друг другу мозг из-за того, что не хватает денег на ипотеку. 4. Нельзя просто взять и поменять профессию, если тебе не 20, чтобы понять, действительно ли можно резко поменять работу. В США опросили штатных специалистов разных отраслей и с разным уровнем образования. Почти половина респондентов ответили, что кардинально сменили свою профессию. Люди не чувствовали себя счастливыми раньше, были недовольны зарплатой или устали топтаться на месте. Ну ладно, подумает недоверчивый зритель, недавние выпускники поработали пару лет и ушли в поисках места, где платят больше. А вот и нет. Средний возраст респондентов – 39 лет. Поменять профессию можно в любом возрасте. Но важно при этом понимать, что начиная с нуля, вас будут ждать должности начального уровня. Поэтому нужно заранее позаботиться о денежной подушке на этот период. Либо не бросать старую работу, пока заработок с новой не станет эквивалентным и стабильным. 5. На 4-м десятке пора выбросить красивые платья и достать мешок для картошки консервативной длины. На сайте журнала Vogue есть статья, написанная женщиной, которая только в 30 лет нашла свой стиль и начала одеваться, как ей хочется.
Всю жизнь родители, родственники и другие люди диктовали ей, как она должна выглядеть. Девушка боялась выделяться и выбирала одежду, которая не спровоцирует насмешки или осуждения. Лишь в более зрелом возрасте героиня выбросила на помойку слоган «скромненько, но со вкусом» и впустила в свой гардероб яркие и женственные вещи. Одежда взаимодействует с человеком круглосуточно. Так почему бы не сделать это взаимодействие по-настоящему приятным? Выбор одежды – это личное дело, и единственный, кого при этом стоит слушать, так это себя. 6. С возрастом женщины заплывают жиром и целлюлитом. Большинство женщин с возрастом действительно набирают вес. Мышечная ткань начинает замещаться жировой, метаболизм замедляется. В период менопаузы поддерживать прежний вес уже сложнее. Но это не значит, что женщины обречены на то, чтобы становиться тяжелее и объемнее с каждым годом жизни. Набор веса почти неизбежен в двух случаях. Либо женщина питается как раньше, но не увеличивает при этом физическую активность, либо имеет генетическую предрасположенность к лишнему весу. Фактор генетики отменить невозможно, но вот изменить образ жизни под силу, наверное, всем. Чтобы удерживать вес и не стремиться к идеальной форме шара, нужно урезать суточный рацион примерно на 200 калорий и хотя бы 2,5 часа в неделю заниматься быстрой ходьбой. 7. Морщин и седых волос с каждым годом будет больше, а былой привлекательности – меньше. С возрастом волосы естественным образом теряют пигмент и становятся седыми, а кожа уже не такая упругая, как раньше. Однако, переживая по поводу подобных вещей, человек делает лишь хуже самому себе. На старение влияют три основных фактора – окислительный стресс, гликирование и сокращение теломер. При этом сокращение теломер активизируется, когда человек испытывает стресс. Грубо говоря, чем больше мы нервничаем, тем быстрее стареем. 8. Чтобы не выглядеть как чучело, придется не вылезать из кабинетов косметолога и пластического хирурга. Инъекции ботокса – самая распространенная косметологическая процедура в мире. В целом она считается безопасной, но последствия не всегда приятные. Пациенту вводят токсин, который временно блокирует движение лицевых мышц. Лицо может превратиться в маску, которая не слушается своего хозяина. По этой причине об инъекциях ботокса пожалела Николь Кидман. Инъекции филлера – это введение гелеобразного вещества под кожу, которое восполняет недостающий объем и разглаживает морщины. Но не навсегда, ведь организм постепенно расщепляет большинство препаратов. Чтобы сохранять эффект, процедуру придется делать снова и снова. При этом нет никакой гарантии, что человек будет доволен результатом. Вместо того, чтобы пытаться бороться с генетикой и молиться на инъекционные препараты, гораздо эффективнее изменить образ жизни. Или даже полюбить свои морщины глубиной с Марианскую впадину, ведь они естественны. 9. Веселые тусовки остались позади. Если человек не родился с золотой ложкой во рту, ему придется обеспечивать себя и думать о таких невеселых процессах, как поддержание порядка дома. Логично, что женщины, которые ходят на работу и занимаются семьей, могут казаться скучными на фоне студенток, у которых голова еще не идет кругом от всех этих серьезных вещей. Но у тех же студенток нет жизненного опыта, который помогает принимать продуманные решения. И, как правило, нет денег, чтобы исполнять свои хотелки. Так что у каждого возраста свои прелести, и было бы странно сравнивать веселые тусовки с гитарой и лапшой быстрого приготовления с, казалось бы, скучным застольем в хорошем ресторане. 10. С молодежью станет не о чем разговаривать. Вряд ли по достижении определенного возраста человек уже не может изучить новые тренды или завести аккаунт популярной социальной сети. А то, что женщина, например, не является известной моделью или актрисой, не мешает ей писать посты и общаться с разными людьми. Даже такое олдовое, казалось бы, увлечение, как кулинария, не делает даму аутсайдером современного общества.
Она может снимать видеорецепты и собирать восторженные отзывы от подписчиков. А вы боитесь стареть? Хотели бы вернуться в юность или видите плюсы в своем возрасте? 11. Миф. Если увеличить изображение с камеры видеонаблюдения, то легко разглядеть лица людей. Правда. Камеры видеонаблюдения снимают в низком разрешении. И при увеличении изображения мы получим кучку пикселей. 12. Миф. В вентиляционной шахте легко спрятаться от бандитов. Правда. Вентиляционные шахты узкие. 13. Миф. От взрыва гранаты в небо взметается огромный огненный шар. Правда. От взрыва гранаты взметается только пыль и разлетаются осколки. 14. Миф. Пираньи уничтожают тело человека за секунды. Правда. Пираньи – очень пугливые и осторожные рыбы. А случаев нападения на человека не зафиксировано. 15. Миф. Дыра в фюзеляже вытянет всех наружу. Правда. Давление между салоном и окружающей средой стабилизируется за несколько секунд. Только в салоне будет шумно. 16. Миф. К Земле неожиданно подлетает астероид, который вот-вот уничтожит нашу планету. Правда. Астрономы знают обо всех крупных астероидах, которые пройдут около Земли в ближайшие 100 лет. 17. Миф. Ценности в банках и музеях защищены сеткой из видимых лазерных лучей. Правда. Лазерная защита действительно существует. Только лучи у нее невидимые. 18. Миф. Автомобиль подпрыгивает на препятствии, пролетает несколько метров и спокойно приземляется. Правда. От такого прыжка как минимум может пострадать подвеска, как максимум перевернется авто. 19. Панды – это травоядные животные, с хищниками у них нет ничего общего. Рацион панд практически полностью состоит из бамбука, это правда. Но около 1% их рациона составляют другие растения и побеги. А еще порой большие неуклюжие панды не прочь поохотиться на мелких зверушек и грызунов. Панды обладают пищеварительной системой хищника, но в ходе эволюции перешли на бамбук. 20. Все собаки хорошо плавают. Утверждение о том, что все собаки являются прирожденными пловцами – миф. Некоторые породы действительно отлично чувствуют себя в воде и буквально созданы для плавания. Например, лабрадор, ретривер или португальская водяная собака. Другие породы, напротив, к плаванию никак не приспособлены. К примеру, у бульдогов вес тела распределяется неравномерно, поэтому без спасательного жилета им не обойтись. Не стоит ждать, что ваш щенок сразу же будет готов играть с вами в догонялки в воде и плавать на скорость. Лучше внимательно следить за ним, особенно в самом начале, и быть готовым подхватить и создать безопасные условия. 21. Собакам нельзя давать только трубчатые кости, остальные можно. В сознании людей собака и кость – вещи неразделимые. Но на самом деле это скорее миф, никакой необходимости грызть кости у собаки нет. Более того, практически все кости для животных потенциально опасны. Собака может сломать о кость зубы, повредить челюсть, травмировать ротовую полость, пищевод и желудок. Также кости могут застрять в желудке или кишечнике. 22. В распространении чумы виноваты крысы. Когда Европу поразила чума, люди обвиняли в этом крыс. Якобы они перемещались по городам и заражали всех вокруг. Может, крысы и имели какое-то отношение к чуме, но главными переносчиками заразы были вовсе не эти милые млекопитающие, а вши и блохи, которые заводились у людей и животных из-за плохой гигиены. Крысы и вправду сыграли свою роковую роль в распространении эпидемии, но обвинять их в том, что они были переносчиками болезни и во всем виноваты, неверно. 23. Почему у жирафа длинная шея? Только ли потому, что ему нужно как-то доставать до верхних листьев на деревьях? Со школы мы знаем, что длинная шея у жирафов появилась в процессе эволюции.
Первым эту идею выдвинул Дарвин, а затем она прочно закрепилась на страницах учебников. Однако в середине 90-х годов некоторые биологи высказали серьезные сомнения в подлинности этой теории. Наблюдения показали, что эти животные вообще не использовали длинную шею для того, чтобы питаться листьями. Ученые предполагают, что длинная шея жирафа – это скорее его оружие. Затем ученые провели еще ряд экспериментов и пришли к выводу, что первое предположение не было мифом и оба утверждения были верными. Жирафы использовали шею для того, чтобы питаться, а еще для борьбы с другими жирафами за самку. 24. Зайцев можно брать за уши. В кино и мультфильмах этих ушастых зверей частенько тянут за уши. На самом деле это опасно. Уши зайцев и кроликов очень нежные, они пронизаны тончайшей сеткой кровеносных сосудов. Можно навредить зверьку, если попытаться поднять его за уши. К тому же мультики учат нас тому, что таким образом можно обезвредить этого милого зверька. Но мы снова имеем дело с мифом. В таком положении зайцу или кролику ничего не будет стоить ударить вас свободными лапами. 25. Только самцы волнистых попугайчиков могут разговаривать. Хозяева охотнее покупают домой волнистых попугайчиков мужского пола, потому что якобы те разговаривают, а вот женские особи нет. Но это неправда. Способностью имитировать звуки обладают представители и того, и другого пола. Возможно, у мальчиков это получается чуть лучше, но умение говорить зависит, как правило, от конкретной особи. А в случае с крупными видами попугаев, например, ара, пол и вовсе не имеет значения, ара любого пола будет говорить. 26. Крокодил не сможет вас поймать, если вы будете убегать от него зигзагами. Одно из самых больших заблуждений о крокодилах – мысль о том, что при виде человека они непременно захотят броситься за ним в погоню. Но давайте развенчаем и этот миф. Если крокодил увидит человека, то с большей вероятностью он просто уплывет, чтобы не вступать в контакт. И, конечно, крокодил без труда может поймать добычу, которая от него убегает, даже если она бежит зигзагообразно. Но вот если вам когда-нибудь действительно придется спасаться от крокодила, лучше бежать прямо. Перед носом у этих древних присмыкающихся слепая зона. 27. Выпуская паука на улицу, мы его спасаем. Многие люди боятся пауков, но знают, насколько они полезны. И если обнаруживают членистоногого у себя дома, то жалеют его и выпускают на улицу. Только вот есть вероятность того, что на улице паук выжить не сможет. Эти животные очень сильно привыкают к той среде, где выросли, и резкая смена температуры или других показателей на пользу им не идет. Специалисты советуют не выпускать пауков на улицу, а попросту перемещать их в те места, где они не будут никому мешать, например, в гараж. 28. Китай – самая густонаселенная страна мира. В Китае живет больше всего людей на планете, но плотность населения далеко не самая высокая. По этому показателю Поднебесная уступает Германии, Италии и даже Московской области без учета Москвы. Дело в том, что помимо огромного количества населения, Китайская Народная Республика обладает и одной из самых больших территорий в мире. И примерно 2/3 этой территории занимают горы и пустыни. 29. Сумо – самый популярный вид спорта в Японии. В последние годы традиционная японская борьба возвращает утраченные позиции. Но сумо по-прежнему сильно уступает в популярности самому массовому виду спорта в Японии – бейсбол. Из всех, кто так или иначе увлекается спортом в этой стране, почти половина предпочитает именно его. 30. Индия – страна буддистов. Более 80% верующих Индии исповедуют индуизм. На втором месте по распространенности – ислам. Буддистами являются менее 1% жителей страны. Практически все из них проживают в северных, близких к Тибету регионах. 31. Итальянцы едят, что хотят и сколько хотят, но не толстеют. Конечно, проблема ожирения в Италии не является такой насущной, как, например, в США.
Но истории о том, что все итальянцы каждый день съедают тазик пасты, выпивают бутылку вина и при этом остаются стройными, сильно приукрашены. По статистике, каждый пятый итальянец страдает от ожирения. А ситуация с детским ожирением на Апеннинах одна из худших в Европе. 32. Англия – страна дождей. Назвать Британию засушливым местом, конечно, нельзя, но ее дождливость сильно преувеличена. Хотя в некоторых районах острова погода действительно отличается сыростью. В Лондоне, например, за год осадков выпадает меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. 33. Все жители ОАЭ неприлично богаты. Коренное население Объединенных Арабских Эмиратов, как правило, действительно живет в достатке. Но примерно 85% постоянно проживающих в стране людей – иммигранты. Даже среди арабов, живущих в ОАЭ, более 2/3 – приезжие из соседних стран. Иммигранты занимают большинство должностей. Если IT-специалисты и топ-менеджеры могут позволить себе достойный уровень жизни, то обычные рабочие и рядовые офисные клерки в этой недешевой стране иногда живут в таких условиях, которым не позавидуют московские нелегалы. 34. Столица Бразилии – Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро действительно был столицей страны почти 200 лет. Но еще в 1960 году был осуществлен перенос столицы в новый, специально построенный город – Бразилия. Теперь Рио не является даже самым населенным городом страны, уступая другому мегаполису – Сан-Паулу. 35. В Германии все очень пунктуальны, и все работает строго по расписанию. Пунктуальность – это часть немецкой традиционной культуры, но, как и во всем мире, в Германии культурные границы стираются, а национальные традиции забываются. Как и во многих странах, некоторые крупные проекты в этой стране сдаются значительно позже запланированного срока. Также, согласно статистике, примерно треть всех поездов в Германии прибывают с опозданием. 36. Коррида – очень популярное зрелище среди испанцев. Коррида по-прежнему регулярно проводится во многих испанских городах, но ее популярность среди местного населения невысока. Значительная часть посетителей шоу – туристы. Парламент Каталонии под давлением активистов вообще запретил бой быков на территории области, в том числе в Барселоне. 37. Австралия – страна вечного лета. Большая часть населения Австралии проживает на юге страны в таких городах, как Сидней, Мельбурн, Канберра, Аделаида. Например, в столице страны Канберре температура зимой регулярно опускается почти до 0 градусов Цельсия. Кроме того, немалую часть континента занимают горы, которые зимой покрываются снегом. 38. Румыния – цыганская страна. Одни считают, что чуть ли не большинство населения страны – цыгане. Другие уверены, что румыны и цыгане – это родственные народы. И те, и другие неправы. Во-первых, румыны и цыгане имеют совершенно разное происхождение и говорят на непохожих языках. Румыны – исконно европейский народ, говорящий на языке, близком итальянскому и испанскому. Цыгане – потомки выходцев из Индии. Во-вторых, доля цыган в населении Румынии всего около 3%. 39. Перец чили получил свое название от южноамериканской страны. Название острому перцу дали древние ацтеки, которые жили на территории современной Мексики. Они первыми начали использовать это растение в медицине и кулинарии. Государство Чили расположено за много тысяч километров от Мексики и в древности населялось другими народами, говорившими на другом языке. Во многих современных языках названия растения и латиноамериканской страны даже пишутся по-разному. Например, по-английски красный острый перец – чили, а государство – Чили. Вы сейчас это видите на экране вашего устройства. А какие еще стереотипы о других странах вы знаете? Какие мифы о своей родине приходилось слышать вам? 40.
Чем сильнее потеешь, тем эффективнее тренировка. Активное потоотделение означает лишь то, что вам жарко и никак не связано со степенью полезности упражнений. Интенсивность потоотделения у всех людей индивидуальна, она зависит от множества факторов. Некоторые обливаются потом, лишь начав разминаться, в то время как другие и за час кардиотренировки лишь слегка взмокнут. Кроме того, специально надевать на себя побольше, чтобы вспотеть, не стоит. Слишком интенсивное потоотделение во время тренировки может привести к обезвоживанию. 41. Нужно есть за двоих, когда вынашиваешь ребенка. Почти каждая женщина, поделившаяся радостной новостью с близкими, слышала: «Ну все, теперь тебе надо есть за двоих». Многие будущие мамы воспринимают эту идею всерьез, считая, что для развития ребенка нужно значительно больше калорий, чем обычно. Доктора спешат сообщить, что это не более чем распространенное заблуждение. Беременной нужен сбалансированный и полезный рацион, а не дополнительная дневная норма калорий взрослого человека. 42. Перед тренировкой нужна растяжка. Многие считают, что растяжка равняется разогреву мышц перед основной тренировкой. Но правда в том, что растяжка сама по себе уже тренировка, которая в свою очередь требует разогретых мышц. В противном случае можно получить травму. Для разминки перед тренировкой лучше выполнять легкие движения, напоминающие те, которые вы будете делать на занятии. К примеру, ходьба поможет разогреться перед бегом. А вот растяжка после тренировки как раз поможет мышцам остыть. 43. Глутамат натрия вреден. Этот усилитель вкуса многие адепты здорового питания считают вредным. Они уверены, что он вызывает головную боль, тошноту и прочие побочные эффекты. Однако ученые не находят прямой связи между употреблением глутамата натрия и этими симптомами, а сама добавка признана безопасной управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Конечно, может существовать и индивидуальная непереносимость этого вещества, как и любого другого пищевого компонента, лактозы или глютена, но сама по себе добавка не вредна. 44. В стае волков всегда есть альфа-самец. Это утверждение подразумевает, что в стае один волк доминирует над остальными из-за превосходства в силе. Но мысль, что вожак стаи завоевал авторитет, подмяв под себя остальных волков, ошибочна. На самом деле волки-вожаки занимают лидирующую позицию, просто производя на свет щенков, а из них и волчиц уже складывается стая. То есть вожак – это не сильнейший или крутейший волк в стае, а просто, так сказать, отец-производитель. 45. Беременных должно тянуть на солененькое, или им должно хотеться странных сочетаний продуктов, вроде жареной картошки с мороженым. Но на самом деле вкусовые привычки во время беременности меняются далеко не всегда и не у всех. Да, гормональные изменения в организме могут влиять на восприятие вкусов и запахов, а скачки сахара в крови вызывать желание съесть что-нибудь сладкое, но эти процессы индивидуальны для каждой беременной. Не хотеть мяса с шоколадом или соленых огурцов абсолютно нормально. 46. Худые люди более здоровы, чем полные. Да, болезненное ожирение связано с определенными рисками. Но это не значит, что похудение решит все проблемы со здоровьем, а человек внушительной комплекции обязательно нездоров. Стройные люди вполне могут быть подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за нездорового питания и образа жизни. А люди с небольшим избыточным весом могут этого риска избегать благодаря тому, что правильно питаются и занимаются спортом. 47. Ниндзя носили особую униформу, еще и всегда только черную. Привычка одевать ниндзя во все черное пришла из японского театра кабуки. Работники сцены носили черный костюм для того, чтобы полностью сливаться с черным фоном и быть невидимыми. На самом деле ниндзя выглядели как обычные люди. Они могли перевоплощаться и носить одежду самураев, торговцев или священников. Такое облачение не вызывало подозрений у окружающих людей и служило прикрытием.
А так сказать, любимыми цветами в одежде у ниндзя были красный и темно-синий. 48. Сальери отравил Моцарта. Антонио Сальери обычно вспоминают только вместе с именем Моцарта. История гласит, пожилой композитор был настолько поглощен своей завистью к таланту молодого коллеги, что в конце концов отравил его. Однако никаких подтверждений этой истории не существует. Более того, историки убеждены, что любая вражда между композиторами могла исходить скорее от Моцарта, чем от Сальери. 49. Раньше женщины постоянно носили неудобные корсеты, которые мешали им дышать. Мы привыкли думать, что всего несколько десятилетий назад женщины ходили в утягивающем талию белье постоянно. Сцены с затягиванием корсета есть во многих фильмах о XVIII-XIX веках. На многих картинах женщины изображены в этом предмете гардероба. На самом деле постоянное ношение корсета было необязательным. Женщина любого сословия могла отказаться от его использования дома и на публике, если ей это не нравилось или доставляло дискомфорт. Кроме того, распространенное мнение о том, что корсеты были тесными и неудобными, является ошибочным. Бандажи были частью рабочей одежды. А это значит, что они должны были быть гибкими, удобными и позволять комфортно работать. Так что вряд ли кто-то страдал от корсетов так, как нам показывают в кино. 50. В средние века люди верили, что Земля плоская. На самом деле в конце 15 века большая часть образованных людей знала, что наша планета не имеет форму диска. Предположения о шарообразности Земли появились еще в Древней Греции. Это сделал Пифагор около 500 года до нашей эры. С того времени это мнение было господствующим среди греческих писателей, а также преподавалось в школах. 51. Ковбои любили устраивать дуэли и носили широкополые шляпы. Благодаря вестернам мы представляем ковбоев как безбашенных парней в широкополых шляпах и на лошадях, которые вечно устраивали дуэли и грабили банки. В реальности все было совершенно иначе. Ковбои не были преступниками и редко участвовали в перестрелках. Их основным видом деятельности была работа на ранчо, перегонка и выпас скота. Кроме того, их шляпы отличались от тех, которые мы привыкли видеть в кино. Чаще всего ковбои носили шляпы, похожие на котелки, шерстяные кепки и сомбреро. 52. В колониальную эпоху мужчины постоянно носили парики. Если включить какой-нибудь фильм о колониальной эпохе, то с высокой долей вероятности среди персонажей можно будет увидеть мужчин в белоснежных кудрявых париках. Подобный аксессуар действительно был одним из символов того времени, однако встречался он не так часто, как мы привыкли думать. Парики стоили дорого и были показателем статуса, поэтому не каждый мог себе их позволить. Обычно их носили представители дворянства и некоторых профессий, в частности врачи, учителя, юристы. Прочие слои населения предпочитали припудривать собственные волосы. 53. Китайское печенье с предсказанием пришло к нам из Китая. Этот милый десерт часто можно получить в подарок к заказу не только в ресторане китайской кухни. Благодаря названию мы привыкли считать, что печенье с афоризмом на бумажке в качестве начинки пришли к нам из Поднебесной. Однако их родиной является другая азиатская страна – Япония, из которой чуть позже печенье с предсказаниями перекочевали в американскую культуру. Одной из причин последующей путаницы стали рестораны китайской кухни, которые японцы открывали в США. Традиционная еда страны восходящего солнца была чуждой для американцев, поэтому приехавшие на другой материк японцы открывали рестораны китайской кухни. Печенья с предсказаниями остались частью меню и вскоре стали ассоциироваться с китайской культурой. 54. Шерлок Холмс использовал дедуктивный метод. Мы привыкли думать, что знаменитый сыщик Шерлок Холмс в своей работе использовал дедуктивный метод.
Однако, если погрузиться в историю логических рассуждений, то можно убедиться, что это не совсем так. При использовании дедуктивного метода вывод делается на основании общих утверждений. Например, мы знаем наверняка, что все студенты сдают экзамены. Также мы знаем, что наша знакомая Соня – студентка. Значит, мы можем сделать дедуктивный вывод о том, что рано или поздно Соня будет сдавать экзамены. Шерлок не всегда придерживался этого метода рассуждения. Чаще всего он прибегал к абдукции, то есть делал наиболее вероятные логические выводы из полученных наблюдений. 55. Мужчины умнее, потому что их мозг больше. Сторонники мифа об интеллектуальной неполноценности женщин находили подтверждение своей теории в том, что мозг женщины на 10% меньше мозга мужчины. Несогласные с этой теорией приводят аргумент о том, что мозг Эйнштейна был меньше, чем мозг среднего мужчины. Когнитивный нейробиолог Джина Риппон отмечает, что есть вероятность того, что различия в мозге мужчины и женщины возникают в результате воспитания, а не заложены от природы. Мальчики и девочки могут иметь очень разные переживания с того момента, как они входят в мир, поскольку получают поощрение разных форм поведения. Психолог Джанет Хайт заметила, что лучшие показатели мальчиков по математике по сравнению с девочками обусловлены социальными ожиданиями. Например, оригинальная кукла Тинток Барби, до того, как ее сняли с продажи после протеста потребителей, говорила: «Урок математики – это непросто». 56. Женщины более разговорчивы. Психолог Эйль Винтер отмечает, что в обществе укоренился миф о болтливости женщин и молчаливости мужчин. Согласно исследованию специалистов Университета Аризоны, мужчины и женщины в среднем произносят около 16 тысяч слов в день. Участники исследования носили с собой записывающие устройства. Трое самых разговорчивых участников эксперимента были мужчинами, причем лидер сказал 47 тысяч слов за день. Обзор 56 исследований выявил, что мужчины более словоохотливы. Исследования показали, что при принятии решений в процессе работы мужчины были более разговорчивы, чем женщины. А женщины более активно участвуют в диалогах о чувствах и взаимодействии с детьми. 57. Мужчины неэмоциональны. Профессор психологии Дэвид Шмидт делает акцент на том, что разница между полами состоит не в силе проявлений эмоций, а в их форме и причинах. Например, женщины реагируют эмоционально и негативно, когда их отвергают партнеры, а мужчины демонстрируют такое поведение, когда от них требуют большей близости. Исследования показывают, что женщины лучше умеют распознавать негативные эмоции других, чем мужчины. Мужчины не хотят говорить о своих эмоциях или выплакаться, чтобы почувствовать себя лучше. Они предпочтут поиграть в видеоигры и избавиться от разочарования, стреляя в компьютерных персонажей. Или пойти в спортзал и высвободить свою энергию, поднимая тяжести. Они высвобождают свои эмоции физически, а не вербально. 58. Для мужчин физическая привлекательность важнее, чем для женщин. Психологи заметили, что и мужчины, и женщины достаточно высоко оценивают значимость внешних данных при выборе партнера. Исследования показывают, что физическая привлекательность играет большую роль, чем принято считать. При изучении анкет в приложениях для знакомств становится очевидным, что внешние данные имеют наибольшее значение для обоих полов. Люди ассоциируют положительные качества личности с приятной внешностью. 59. Женщины более романтичны. Психологи Суан Спречер и Сандра Мэтц создали шкалу романтических убеждений, которая показала, что мужчины более романтичны, чем женщины. Ответы были получены с помощью вопросов о вере в любовь с первого взгляда, в родственные души и в то, что любовь побеждает все. А доктор Элизабет Маклинток в ходе исследования выяснила, что 82% мужчин и 84% женщин в возрасте 22 лет сообщают, что создать семью для них очень важно или важно.
60. Женщины более ревнивы, чем мужчины. Исследования показывают, что разница в источниках ревности. Мужчинам большую боль причиняет физическая неверность, в то время как женщины больше страдают из-за эмоциональной измены. Женщины, влюбленные в другого, испытывают большую вину перед мужем, чем женщины, изменившие физически. Мужчины, напротив, чувствуют себя большими предателями, если допустили физические отношения с другой. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 61. Мужчины ищут женщин помоложе, а женщины придают меньшее значение возрасту своих партнеров. Статистические данные показывают, что в большинстве браков мужья старше своих жен. Но некоторые мужчины предпочитают встречаться с женщинами старше себя. Доктор Венди Патрик считает, что мужчины чувствуют себя более равноправными в таких отношениях. Пары, где женщина старше, встречаются чаще, чем думает большинство, и к тому же они довольно крепкие. 62. Мужчине нужно чувствовать себя охотником и добиваться женщины. Психолог Мелисса Беркли приводит результаты исследования о том, что представление мужчин в качестве хищников, а женщин в качестве их добычи не безобидно и может провоцировать на неадекватные действия. Не у всех мужчин есть потребность добиваться женщин, некоторым нравится, когда женщины делают первый шаг. Если женщина приглашает мужчину выпить кофе, то, скорее всего, он посчитает ее сильной и уверенной в себе. Это те качества, которые мужчина ищет в своей спутнице жизни. Исследователи выяснили, что большинство людей, отправляющих сообщения первыми, отправляют их тем, кто более привлекателен, чем они сами. Это означает, что если женщина не инициирует знакомство, то ее партнерами могут быть в первую очередь мужчины, которые менее привлекательны, чем она. 63. У мужчин нет биологических часов. Исследования показывают, что у мужчин тоже есть биологические часы, которые вызывают у них желание иметь детей, но оно проявляется иначе, чем у женщин. С течением времени женщины все меньше желают иметь детей, а мужчины с возрастом, напротив, хотят иметь больше потомства, особенно когда стареют. Это связано еще и с тем, что мужчины с годами, как правило, добиваются большего в своей карьере, поэтому могут позволить себе финансовые затраты на рождение и воспитание ребенка. 64. Женщины менее агрессивны. В ходе эксперимента участникам сказали, что они не будут идентифицированы по признаку пола. Когда им дали шанс проявить агрессию, они повели себя неожиданно. Женщины были более агрессивными, а мужчины – более пассивными. 65. Собаки чувствуют тех, кто любит животных, и никогда их не тронут. Многие считают, что псы чувствуют тех, кто их любит, и уж точно не будут кусать человека, любящего этих четырехлапых очаровашек. Но по результатам опроса, проведенного учеными Ливерпульского университета, людей, у которых живет больше одной собаки, кусают в 3,3 раза чаще, чем тех, у кого собак нет. При этом мужчины подвергаются атакам этих животных в 1,8 раза чаще, чем женщины. 66.
Собаки любят нас по-настоящему, а коты – эгоисты. Считается, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, а кошки гуляют сами по себе и не очень-то нуждаются в людях. Но ученые из Орегонского университета доказали, что 64% котят способны формировать надежный тип привязанности, благодаря чему общение с человеком им дается намного легче. А еще котики не хуже собак умеют различать мимику человека. Они ведут себя по-разному в зависимости от того, улыбается в данный момент хозяин или хмурится. Сотрудники Оклендского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что на улыбку кошки чаще реагируют положительно, мурлыкают, трутся головой и стараются быть рядом. А в ответ на хмурое выражение лица они стараются дистанцироваться. 67. Кошки любят залезать в коробки. Все хозяева кошек видели, как их любимцы обожают коробки. Но ученые выяснили, что котики любят сидеть не только в реальных коробках, но и в воображаемых. В 2017 году пользователи соцсетей стали публиковать фотографии того, как их любимцы сидят внутри квадратов, обозначенных на полу клейкой лентой. Исследователей заинтересовал этот флешмоб, и они провели эксперимент, в ходе которого котам предлагались обычный квадрат, изображенный на полу. Квадрат Канежа – оптическая иллюзия, при которой 4 круга с отсутствующим сектором размером в четверть фигуры располагаются так, чтобы мозг воспринимал пространство между ними как квадрат и комбинацию из фигур, предназначенных для квадрата Канежа, но разложенных иным образом. Многие коты выбирали второй вариант, а это значит, что у котов, как и у людей, есть способность дорисовывать у себя в голове то, чего нет на самом деле. Например, коробку. 68. Коты ради еды готовы на все. Многие котики любят поесть, и порой кажется, что ради кусочка мяса они готовы на все. Однако ученые выяснили, что эти животные совершенно не собираются напрягаться ради еды. По словам исследователей, большинство животных заинтересованы в том, чтобы решить головоломку и получить за это пищу. Но только не коты. Чтобы выяснить это, 17 пушистикам предложили решить головоломку с едой или получить пищу с подноса в свободном доступе. Кошки отказались проходить испытания, предпочтя получить угощение, не напрягаясь. Объяснение этому ученые пока не нашли. 69. Собаки умнее кошек. Многие считают, что собаки гораздо умнее котов и аргументируют это научным фактом. В коре головного мозга собак содержится 530 миллионов нейронов, а у кошек всего 250 миллионов. Однако немецкие ученые считают, что важно не количество, а плотность нейронов на квадратный миллиметр коры головного мозга. И оказалось, что у кошек этот показатель значительно превосходит показатель других четверолапых, в том числе собак. А значит, мяукающие как минимум не глупее лающих. Японские исследователи признали в котах настоящих интеллектуалов. Они выяснили, что эти животные понимают причинно-следственные связи и предположительно некоторые базовые законы физики. В частности, они способны связать звук, исходящий из коробки, с предметом, который из нее выпадает. Даже обезьяны на это не способны. 70. Собаки произошли от волков. Акварельный рисунок, сделанный археологом Анри Бреем с наскального рисунка, изображающего волкоподобного псового. Да, домашние собаки произошли от волков, только не от современных, а от тех, что давно вымерли. Генетическое расхождение между предком наших домашних любимцев и современными санитарами леса произошло около 20–40 тысяч лет назад. Предполагается, что далеким прадедом современных пёселей был плейстоценовый волк. 71. Собаки искренне раскаиваются, когда плохо себя повели. Каждый собаковод видел виноватые глаза своего питомца, когда тот нахулиганил. Весь вид животного говорит о том, как ему стыдно.
Но ученые вывели мохнатых на чистую воду и выяснили, что они не умеют испытывать чувство вины. По словам экспертов, все животные, включая собак, испытывают базовые эмоции, такие как, например, счастье, печаль или страх. А вот вторичные чувства, к которым относятся вина и стыд, могут испытывать только люди. Некоторые психологи называют их моральными эмоциями, а морали у животных нет. Кстати, преданность – тоже вторичное чувство, так что вряд ли собаки знают, что это такое. Зоопсихологи предполагают, что пронзительный взгляд, полный раскаяния, является выученной реакцией на человеческие реакции. Ученые провели эксперимент и выяснили, виноватый вид собаки делают в ответ на недовольство, проявляемое хозяином, причем неважно, провинились ли животные на самом деле. Более того, выражение стыда на морде вашего любимца означает беспокойство и страх, поэтому лучше избегать ругани в его адрес. 72. Все трехцветные кошки – самки. Большинство трехцветных кошек действительно женского пола. Дело в том, что информация о черном и рыжем колоре содержится в X-хромосоме, и только самки имеют две таких хромосомы, то есть могут сочетать оба цвета. Коты имеют одну X-хромосому и одну Y-хромосому, поэтому практически невозможно, чтобы у кота встречались одновременно два пигмента. Но в редких случаях рождаются самцы, которые имеют набор половых хромосом XXY, и тогда они могут быть богатками. Правда, такие коты стерильны от природы. 73. Коты и собаки лечат раны зализыванием. Доля истины в этом утверждении есть. Слюна животных, да и человека тоже, содержит лизоцим, который помогает бороться с инфекциями, а также обезболивающие вещества. Кроме того, шершавый кошачий язык хорошо удаляет грязь из раны, но зачастую домашние питомцы наносят себе вред, зализывая болячки. Во-первых, в пасти кошек и собак, кроме полезных веществ, есть множество опасных бактерий, которые попадают в рану. Во-вторых, животные чересчур усердно работают языками и в результате могут замедлить выздоровление. А если речь о хирургических швах, то коты и собаки могут запросто спустить себе под хвост кропотливую работу ветеринара. 74. Археологи – суровые мужчины. У многих людей при слове «археолог» возникает ассоциация с Индианой Джонсом, брутальным парнем в шляпе. Действие фильмов об этом герое происходило в первой половине и в середине прошлого века, и в то время образ Инди был не так уж и далек от истины. Однако сейчас в археологии все больше женщин, и, по словам ученого Александры Джонс, они буквально доминируют в этой науке. А вот шляпа – довольно правдивый аксессуар. Дело в том, что работа в полях занимает достаточно значительную часть труда археологов, а длительное нахождение на солнце чревато серьезными проблемами со здоровьем. 75. В Средневековье люди носили одежду унылых цветов. В фильмах о средних веках персонажи часто носят одежду мрачных цветов, коричневого или серого. На самом деле в то время люди предпочитали яркие оттенки, и даже крестьяне могли позволить себе красители. Синий был самым распространенным цветом женской туники. Также использовались бледно-желтый, зеленый и оттенки красного и оранжевого. А знать предпочитала красный цвет. 76. Человек, попавший в прошлое, может легко найти общий язык с аборигенами. Вопрос о том, реальны ли путешествия во времени, мы оставим физикам. Но вот что точно нереально, так это то, что человек, попавший, например, в Средневековье, будет свободно болтать с людьми. В средневековой Англии, например, люди говорили на 3 основных языках – латыни, англо-нормандском, французском диалекте, используемом в основном высшими сословиями, и среднеанглийском. Но даже среднеанглийский язык современный человек вряд ли бы понял, если он, конечно, не изучал его. 77. Раскопки могил приносят несчастье. В фильме «Проклятие фараона» 1980 года археологи находят в Египте нетронутую гробницу и умудряются освободить заточенный в ней дух фараона, который начинает мстить за нарушенный покой.
В картине с таким же названием, вышедшей в 2006 году, ученые тоже нарываются на неприятности, вскрывая саркофаг египетского царя. Кинематограф вообще эксплуатирует множество суеверий. Например, о проклятии гробницы Тутанхамона, после вскрытия которой ушли из жизни все участники экспедиции. В реальности же археолог Говард Картер, чье имя связано с открытием гробницы, прожил после этого еще 17 лет. Ученые постоянно участвуют в обследовании захоронений и не сталкиваются с проклятиями. 78. Археологи ищут сокровища. В большинстве фильмов экспедиции собираются лишь для того, чтобы найти какой-то древний артефакт вроде Ковчега Завета, золота Трои или каких-либо мифических сокровищ. В реальности же самые ценные находки археологов выглядят куда прозаичнее. После Индианы Джонса люди спрашивают нас, что вы нашли? Говорит доктор наук Билл Келса. Мы отвечаем, вот ряд ям для столбов, значит, здесь был деревянный забор. Нам в ответ, нет, вы не поняли, а нашли-то вы что? Археологи, конечно, были бы не против найти какой-либо крутой артефакт, но в основном их цель – реконструировать прошлое и отвечать на вопросы о нем. Большинство артефактов подобны битому стеклу или осколкам посуды, но если собрать все вместе, то можно получить историю, которая имеет смысл, говорит археолог Челси Роуз. 79. Саркофаги вскрывают сразу, как нашли. В фильме «Мумия» герои сразу же приступили к вскрытию саркофага и разбудили древнее зло. А ведь мумия – это очень ценная находка, с ней нельзя так обращаться. Во-первых, при вскрытии должны присутствовать разные специалисты, а не только те, кто сделал находку. Во-вторых, саркофаг и находящаяся в нем мумия должны находиться горизонтально, чтобы им был причинен минимальный ущерб. 80. Девушки в XIX веке могли позволить себе смелые прически. Фильм «Маленькие женщины», вышедший на экраны в 2019 году, получил Оскар за прекрасные костюмы. Однако многие заметили множество неточностей в образах персонажей. Например, главные героини ходят без шляпок и с распущенными волосами, чего не могло быть в 1860-1870-х годах. А еще волосы девушек разделены боковым пробором, а в то время делали только прямой пробор посередине. 81. Царь Леонид погиб в отсвете лет. В фильме «300 спартанцев» царь Леонид изображен молодым и энергичным мужчиной. На самом деле легендарному царю Спарты на момент описываемых в фильме событий должно было быть за 60 лет. Довольно внушительный возраст по тем временам. 82. Тартуга – бессменная столица пиратов. Во многих фильмах о пиратах фигурирует остров Тартуга, столица морских разбойников. Но в реальности пираты никогда не контролировали остров и использовали его как нейтральное убежище. Кроме того, джентльмены удачи покинули Тартугу еще в конце 17 века, так что Джек Воробей вряд ли мог проводить там время. В «Пиратах Карибского моря», конечно, не указан год или даже столетие, в котором разворачиваются события, но, судя по тому, что на шее командора Норрингтона висит орден Бани, основанный Георгом I 18 мая 1725 года, речь идет о XVIII веке. А вас раздражают исторические неточности в фильмах, или вы закрываете на них глаза? 83. Приседания вредны для коленей. Приседания и другие упражнения с нагрузкой на ноги не представляют опасности для суставов. Такой вывод сделали ученые после проведенного исследования. И даже наоборот. Они пришли к заключению, что правильное выполнение упражнений может быть даже полезным в борьбе с болезнями суставов, такими как остеоартроз коленного сустава. 84. Гладиаторские бои всегда имели фатальный исход, и это широко распространенное заблуждение, которому большинство верит из-за фильмов, где поединки показываются более жесткими, чем это было на самом деле. Гладиаторы были высококвалифицированными спортсменами-профессионалами, которые зарабатывали на жизнь с помощью участия в боях.
а риск потерять жизнь был для них ни к чему. 85. Непереносимость лактозы – это отклонение. На самом деле еще 10 тысяч лет назад люди не могли пить молоко, и на фоне истории цивилизации это практически вчера. Первыми начали пить молоко крестьяне и скотоводы в Западной Европе. Со временем мы стали толерантнее к лактозе, но это относится не ко всем народам. К примеру, большинство азиатов не переносит ее, потому что их организмы уменьшают производство лактазы еще в детстве. Лактаза – это фермент, который помогает усвоению молочных продуктов, и в детстве он нам нужен, чтобы усваивать материнское молоко. Так что если у вас непереносимость лактозы, то не стоит переживать, с вами все в порядке. 86. Если разделить дождевого червя пополам, обе половины останутся живы. Некоторое время они все еще будут извиваться, но у задней части не будет возможности питаться, а у передней избавляться от отходов. Половина с головой может выжить только при условии, если разрез совершен ниже определенной точки. 87. Смуглые люди не могут обгореть на солнце. Конечно, у людей с темным цветом кожи шанс обгореть гораздо ниже, но он есть. Смуглые люди могут не заметить покраснений, но зато позже также почувствуют зуд, жар и боль от прикосновений. 88. Куры не умеют летать. В зависимости от породы куры могут летать до 3 метров в высоту и преодолевать расстояние в среднем до 15 метров. Самый длинный зарегистрированный полет курицы длился 13 секунд на расстояние чуть более 91 метра. 89. Птицы улетают, потому что становится холодно. Все привыкли считать, что птицы улетают из-за того, что становится холодно. Но на самом деле это происходит не из-за того, что они мерзнут, а потому, что возникает нехватка еды. 90. Ежедневный макияж вреден для кожи. На самом деле коже вредит не макияж, а отказ от ежедневной процедуры до макияжа перед сном. Ночью кожа должна дышать и насыщаться кислородом. А днем современная косметика с УФ-фильтрами, увлажняющими и защитными свойствами, наоборот, будет только полезна, потому что оберегает кожу от агрессивного влияния окружающей среды. 91. Если на бутылочке со средством есть надпись «гипоаллергенно», то оно подходит для любой кожи. В косметические средства с маркировкой «гипоаллергенно» не входят лишь самые распространенные ингредиенты аллергены, например, спирт. Но единственное вещество, на которое любая кожа никак не реагирует, это дистиллированная вода. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить состав даже максимально безопасного средства. Косметика на основе натуральных ингредиентов подходит далеко не каждому. 92. Увлажняющий крем не предотвращает появление морщин. На самом деле в наши дни многие увлажняющие кремы борются с появлением морщин. Главное, чтобы в состав крема, которым вы пользуетесь, входили УФ-фильтры и витамины, относящиеся к антиоксидантам. 93. Кремы вызывают привыкание и перестают действовать, их нужно периодически менять. На самом деле нет. Иногда переход на новый крем – это стресс для кожи. Но стоит учитывать, что для разных сезонов правила ухода за кожей разные. Если летом достаточно использовать крем для поддержания оптимального уровня pH, то с наступлением холодов к защите кожи от прямых солнечных лучей, ветра и пыли стоит добавить питательные и увлажняющие элементы. 94. Крем на лицо нужно наносить снизу вверх. Многие уверены, что есть специальные правила нанесения крема на лицо, и круговые движения сверху вниз усилят эффект крема. На самом деле правила действительно существуют, но движения рук не имеют никакого значения. 95. Чтобы не появлялись морщины, нужно пить много воды. Миф о том, что регулярно потребляемая в достаточном количестве вода замедляет старение кожи, очень популярен, но, к сожалению, не имеет обоснования.
Клетки верхнего слоя эпидермиса, как правило, уже омертвевшие, они не принимают влагу изнутри. 96. Если регулярно делать гимнастику для лица, то можно избавиться от мимических морщин. Лицо – единственная часть тела, где мышцы прикреплены непосредственно к коже. Постоянные растяжения и упражнения никак не способствуют разглаживанию уже существующих морщин. 97. Угревую сыпь полезно прогревать на солнце, она подсыхает. Солнце действительно подсушивает кожу, но кожа реагирует на это, выделяя еще больше жира, который забивает поры. К тому же длительное пребывание на солнце без защиты может грозить солнечной аллергией, от которой кожа покрывается прыщами. 98. Ровный загар – главный показатель здоровой кожи. Загар – это защитная реакция кожи на повреждения. Ровный хороший загар говорит о том, что кожа повреждена и старается защитить себя. 99. Удаление родинок может навредить здоровью. Родинка – это пигментированное образование на коже. Родинки бывают разной формы и цвета. Большинство родимых пятен безопасны, но под воздействием внешних факторов некоторые из них перерождаются в меланомы, поэтому все доброкачественные поражения кожных покровов необходимо удалять. Эта медикаментозная процедура совершенно безопасна. 100. Протирать лицо льдом полезно. Протирание льдом полезно далеко не всем. Низкие температуры способны навредить коже, может быть нарушен приток крови. Могут появиться отечность и сосудистые звездочки, к тому же снижение функций сальных желез приводит к потере эластичности. Этой процедурой не следует злоупотреблять, а людям с сухой кожей и вовсе стоит от нее отказаться. Для кожи лица существует множество косметических средств, от которых пользы гораздо больше, чем ото льда. 101. Нужно чистить зубы после каждого приема пищи. Чистить зубы сразу после еды не только не полезно, но и вредно, как подтвердили недавние исследования. Кислота, которая поступает в ротовую полость с продуктами, въедается в зубную эмаль и способствует ее эрозии. Если регулярно чистить зубы в течение получаса после приема пищи, зубная эмаль разрушится гораздо быстрее. 102. Лак вредит ногтям, так как не дает им дышать. Ногти – это омертвевшие клетки. Если бы ногтевая пластина дышала, лак на ней попросту не удержался бы из-за повышенной влажности. Для ногтей не требуется кислород. Питание ногтей происходит через капилляры в зоне под кутикулой. 103. Владимир Маяковский десятилетиями слал цветы своей возлюбленной. Легенда о Маяковском и цветах растиражирована на сотнях сайтов. Согласно ей, Владимир Маяковский в 1928 году приехал в Париж, влюбился в Татьяну Яковлеву, а потом несколько десятилетий она получала цветы от его имени, потому что весь гонорар от парижских выступлений он потратил на эти цветы. Продажа букетов даже помогла ей пережить оккупацию, и в 70-х годах гость из России стал свидетелем того, как в квартиру Яковлевой доставляют очередной букет. Увы, правды в этой истории очень немного. Действительно, роман между ними был, но уже в 1929 году Татьяна вышла замуж за французского дипломата, а в 1941 году вообще эмигрировала в США, где и прожила до 85 лет. 104. В магазинах можно встретить рис из пластика и крахмала. Несколько лет назад в соцсетях стали появляться посты взволнованных домохозяек, которым вместо обычного риса попадался, так сказать, пластиковый, с резким химическим запахом, не тонущий в воде, при нагревании превращающийся в жидкую массу. Мировые СМИ подхватили тему и выпустили множество статей, в которых утверждалось, что в Китае существуют фабрики по производству поддельного риса из картофельной шелухи и пластмассы. Все ради экономии, конечно. Вот только ни одного подтверждения этому так никто и не предоставил, да и представить, что искусственный рис будет дешевле настоящего, трудно. 105.
Жевательная резинка останется в желудке на 7 лет. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. В детстве нас пугали, что если проглотить жевательную резинку, то она останется в желудке на 7 лет. На самом деле все далеко не так страшно. Наш желудок отлично избавляется от несъедобных вещей, таких как клетчатка, хитин и жевательная резинка. Это не означает, что можно начинать поглощать жвачку килограммами, но от случайно проглоченного кусочка не случится ничего страшного. 106. Врача приговорили к смерти за нестандартные методы лечения паранойи. В 1965 году доктор Джеймс Роджерс был приговорен к казни за так называемый Массачусетский эксперимент, в ходе которого он использовал неэтичные, но крайне эффективные меры по борьбе с паранойей. Так, один из его пациентов был уверен, что он – жираф. Переубедить больного не мог никто, но доктор Роджерс попросил знакомого биолога написать статью, в которой утверждалось, что изредка рождаются жирафы, почти ничем не отличающиеся от людей. Это успокоило пациента и позволило ему вести нормальную жизнь. А много лет спустя Массачусетский университет психологии и невропатологии признал ценность работ Роджерса. Конечно, в этой невероятной истории нет ни слова правды, она целиком и полностью выдумана блогером Александром Шамариным. 107. Если ввести пин-код карты наоборот, приедет полиция. В соцсетях и мессенджерах утверждают, что если ввести пин-код карты наоборот, например, в ситуации, когда грабители вынуждают вас снять деньги, то банкомат заблокирует карту и сам вызовет полицию. На самом деле, если вы так поступите, ничего не произойдет. Ну, за исключением того, что преступники увидят, что вы ввели неправильный код. В тиражируемом фейке, кстати, не сказано, как быть тем, у кого пин-код и так зеркальный. Видимо, этим людям надеяться не на что. 108. В день нужно выпивать не менее 2 литров воды. Да, 2, а лучше 2,5 литра воды в день рекомендуют выпивать все, кому не лень. При этом никто не задумывается, почему именно 2, а не 5, например. Один из самых долгоживущих мифов о правильном питании появился в 1945 году. Совет по продовольствию и питанию, входящий в Национальную академию США, опубликовал рекомендации употреблять около 1 мл жидкости на каждую килокалорию, уточняя при этом, что большая часть необходимой жидкости уже содержится в пище. Уточнение потерялось, а 2 литра воды в нашем рационе остались. 109. Слова Высоцкого, которых он не говорил. Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если женщина твоя плачет? Многие считают, что эта фраза принадлежит Владимиру Высоцкому. Сам же Высоцкий ничего подобного никогда не говорил. Это отрывок из стихотворения современного поэта Кирилла Табышева. Конечно, из уст Владимира Высоцкого звучит намного убедительнее, но такая реплика была бы совершенно не в его характере. 110. Бразильский онколог метко высказался о пластической хирургии и болезни Альцгеймера. Сегодня в мире мы вкладываем в 5 раз больше денег в лекарства для мужской силы и в силикон для женского бюста, чем в лечение от болезни Альцгеймера. Через несколько лет у нас будут старухи с большим бюстом и старики с отличной мужской силой, но никто из них не сможет вспомнить, для чего это нужно, сказал лауреат Нобелевской премии, бразильский онколог Драузилио Варелла. В Бразилии работает доктор Драузилио Варелла, но, увы, ничего подобного он не говорил, да и Нобелевскую премию ему пока не вручали. Кроме того, в реальности мировые траты на исследование болезни Альцгеймера в несколько раз превышают расходы на пластическую хирургию и средства для мужской силы. 111. Перекись водорода может сделать хуже. В детстве, когда мы получали какие-то травмы, взрослые сразу же несли аптечку, где находилось средство, которым нам сразу же промывали рану. Это была перекись водорода. Однако современные ученые проводят все больше исследований, которые доказывают, что можно было обойтись и без жидкости.
которая так щиплет нам кожу. Никто не отменял тот факт, что перекись водорода – хорошее антисептическое средство. Однако этот препарат при нанесении его на рану может также задеть здоровые клетки, находящиеся вокруг полученной травмы. Из-за этого увеличивается срок заживления, а также появляется риск образования рубцов. А если рана не заживает большое количество времени, то и риск подхватить какую-либо инфекцию выше. Поэтому порой промыть царапину обычной водой будет более эффективным способом защитить себя. 112. Замороженные овощи полезнее свежих? Нам часто твердили, что свежие фрукты и овощи намного полезнее замороженных. Но так ли это на самом деле? Перед тем, как попасть к вам в магазин, свежие фрукты и овощи собирают и привозят из разных мест. Это может быть недалеко, а может быть на другом конце земли. И если они могут дозревать во время транспортировки, то они все равно какое-то время ждут вас на прилавках магазинов. А время после сбора – это решающий фактор. Ведь свежие овощи очень быстро теряют свою полезность. Также есть продукты, которые собирают уже полностью зрелыми. В этом случае их сразу готовят к заморозке, которая начинается с погружения продуктов в кипяток на короткий промежуток времени. В таком случае часть полезных свойств фруктов или овощей теряется, но при этом большая их часть все равно остается. Поэтому продукты, хранящиеся в морозильных камерах супермаркетов, могут быть не менее полезны, чем свежие. 113. Большое количество одежды не защитит от холода. Мы привыкли, что зимой надо надевать на себя много слоев одежды, тогда нам станет теплее. Но все зависит не от количества вещей, а от их качества и материала. Например, на простую прогулку с друзьями может подойти и обычная хлопковая кофта, а в какой-то поход – нет. Дело в том, что этот материал гидрофильный, то есть восприимчив к воде, поэтому как только он намокает от дождя или снега, то сразу теряет свои теплоизоляционные свойства, становится тяжелее и очень медленно сохнет, что не только мешает согреться, но и повышает риск простудиться. Поэтому для длительных путешествий в зимний период рекомендуют отдавать предпочтение гидрофобным материалам, например, полиэстеру. Именно он отталкивает воду, что помогает при любых погодных условиях чувствовать себя комфортно. 114. Многие неправильно хранят куриные яйца. Мы привыкли, что когда открываем холодильник, то видим в дверном отсеке подставку для яиц. Однако даже при условии, что данная конструкция идеально подходит для такого расположения, это не значит, что продукты должны там находиться. Оказывается, для хранения яиц нужна постоянная температура. Поэтому они должны быть в задней части вашего холодильника, а дверца – самая неподходящая для этого часть. Температура постоянно скачет из-за теплого воздуха в комнате, что сказывается на качестве и сроке хранения, а также на росте бактерий. 115. Платья со шнуровкой были с металлическими люверсами. Шнуровка – неотъемлемая часть средневекового костюма, как мужского, так и женского. И в кино костюмеры часто используют этот элемент одежды. Но вот металлические люверсы, в которые продевается шнурок, были изобретены только в XIX веке. До этого мастера швейного дела обметывали отверстия нитками. 116. Мария Антуанетта однажды сказала: «Пусть едят пирожные». Считается, что Мария Антуанетта была очень расточительна, при этом цинична и безразлична к чужим бедам. Именно ей приписывают фразу «пусть едят пирожные» в ответ на сообщение о том, что ее подданным не хватает хлеба. С тем, что королевские траты были непомерно велики, историки согласны, а вот с тем, что Ее Величество могла произнести такие возмутительные слова, нет. Автор биографии Марии Антуанетты, Антония Фрейзер, считает, что эта цитата была бы совершенно не характерной для французской королевы. Умной женщины, которая помогала бедным, щедро жертвуя на благотворительные цели. При этом фразы вроде «пусть едят пирожные» приписывались и другим историческим личностям. Например, Марии Терезии, испанской принцессе, вышедшей замуж за короля Людовика
XIV в 1660 году. 117. Джеймс Кук открыл Австралию. Многие еще со школьной скамьи помнят, что капитан Джеймс Кук открыл Австралию. На самом деле европейцы знали о существовании этого континента и раньше. Первая известная высадка на берег Австралии состоялась в 1606 году. Это сделал голландский мореплаватель по имени Вильям Янсен. В том же году испанский исследователь Луис Ваэс де Торрес проплыл через пролив, который позже назвали его именем. После этого 29 мореплавателей из Нидерландов исследовали западное и южное побережье Австралии в 17 веке и назвали континент Новой Голландией. И только в 1770 году Джеймс Кук нанес на карту восточное побережье Австралии. 118. В средневековом замке плохо пахло, и в школьных учебниках, и во многих фильмах средние века описывают как мрачную эпоху, во время которой царили антисанитария и неприятный запах. На самом деле люди в тот исторический период тщательно следили за гигиеной. Представители знати регулярно принимали ванну, причем купались часто в отварах трав, а затем поливались розовой водой. Горожане ходили в общественные бани. К XIII веку в Париже можно было найти более 32 таких купалин. Даже в небольших городах были бани. Часто они открывались при пекарнях, которые использовали для нагрева воды тепло, исходящее от печей. 119. Да Винчи – фамилия великого Леонардо. На самом деле гениальный живописец не имел фамилии, по крайней мере в современном смысле этого слова. Да Винчи означает просто родом из городка Винчи. Полное его имя – Леонардо ди Серпироу да Винчи, то есть Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи. 120. Жанна д'Арк была бедной пастушкой. В истории легендарной Жанны д'Арк довольно много темных моментов, начиная с ее имени. Сама девушка не называла свою фамилию, представляясь Жанной Девой. Многие ученые утверждают, что написание фамилии героини через апостроф неверно, и на самом деле правильно писать с заглавной «д» и без апострофа. Другие же считают, что именно привычное написание является верным. И оно указывает на благородное происхождение Орлеанской девы, развенчивая миф о том, что она была простой крестьянкой. С большой долей вероятности настоящей фамилией Жанны могла быть фамилия ее мамы де Роме, потому что в регионе, где родилась национальная героиня Франции, незамужних девушек было принято называть по девичьей фамилии мамы. А еще у Орлеанской девы был отнюдь не ангельский характер, она часто была довольно неприятной в общении. Она скандалила со своими соратниками и часто портила кровь властным покровителям. Владела Жанна и искусством троллинга. Когда на суде священник с сильным региональным акцентом спросил, на каком языке с ней говорят голоса, девушка ответила, что на французском, причем владеют им гораздо лучше, нежели ее нынешний собеседник. На этом я бы хотел закончить это видео со 120 ложными фактами, в которые мы верим с детства. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Рим был крупнейшим культурным центром эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения ассоциируется с итальянским искусством, поэтому многие считают, что центром культурной жизни того времени был Рим. Спешим разочаровать, Вечный город тогда был не в лучшей форме. В 1309 году Папа Римский перенес свою резиденцию на юг Франции, и один из главных культурных центров мира стал приходить в упадок. В разгар эпохи Возрождения население Рима упало до самого низкого уровня, всего 10 тысяч жителей обитало в городе, который когда-то был домом для миллиона человек. Вот такими у нас получились 120 ложных фактов, в которые мы верим с детства. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео.
Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.